Давно у меня на канале не было двориков, необычных домов, старых дверей и просто красивого центра города. А ведь все меняется, не стоит на месте, появляются новые дома, реставрируют старые дворики и делают Гродно интересным, уникальным, ни на какой город не похожим и, может быть, поэтому таким притягательным для туристов. Но обо всем по порядку. Многие из вас, проезжая по улице Большая Троицкая, замечали новое необычное здание шоколадного цвета. Вечером у него еще необычная подсветка, что делает его еще притягательнее. Немного расскажу про этот дом, ведь проект уникальный, как оказалось, и здание довольно гармонично вписалось в историческую застройку. И это при том, что в нашем городе любое строительство в историческом центре приводит к дискуссиям и разделению мнений. Но здесь, мне кажется, тот случай, когда все едины. Получилось красиво. Проект разрабатывало известное гродненское проектное бюро Intelstock Engineering и авторы проекта архитектор Виктор Воробей и руководитель бюро Вадим Жук. Новое здание торгового центра на Большой Троицкой ввели в эксплуатацию в 2024 году, но еще на этапе реализации проекта постройка получила несколько наград на международных конкурсах. Этот проект гродненских архитекторов высоко оценили в архитектурных кругах. Виктор Воробей и Вадим Жук получили серебряный диплом Национального независимого архитектурного рейтинга в номинации «Общественные здания и проекты» и серебряную награду, диплом 20-го республиканского конкурса на лучший проект, и даже проект этот был включен в шорт-лист международной премии. Слушайте, ну что сказать, приятно, что такое здание было согласовано и построено в Гродно. Фасад имеет такой пиксельный вид и даже сохранилось старое дерево, ну красота же! Тут же за этим домом привели в порядок территорию, и появился новый непроходной дворик. Пространство за зданием благоустроили, и все смотрится уже по-другому. Ну, смотрите, какая красота! Это новая локация для фото, и чтобы показать туристам. Согласитесь, очень мало атмосферных двориков в Гродно, таких, чтобы ах! И этот дворик расположен по адресу сразу 3 улиц. Дом, окружающий дворик справа, это Большая Троицкая, 23, вот этот дом. А левая часть фасадом выходит на Трудовую и примыкает к зданию Трудовая, 4. А юридический адрес прямостоящего дома – Доминиканская, 10. Только в Гродно так бывает, по-одесски, с юмором, чтобы никто не догадался, но это шутка, конечно. Сохранились сведения о дате постройки домов на улице Доминиканской, это конец XIX века, но конкретно о 10-м доме ничего найти не удалось. Следующий необычный дворик и симпатичный балкон находятся недалеко отсюда, также на улице Большая Троицкая и номер дома 46. Год постройки этого дома известен, 1900-й. По словам арендаторов здания, балкон также очень старый, но я не думаю, конечно, что ему 125 лет, но во всяком случае сказали, что реставрировать его не дали, потому что историческая ценность, и виды с балкона тоже, наверное, великолепные. А давайте попробуем подняться наверх, посмотрим поближе. Я всегда спрашиваю, ну почему не спросить, это ж не запрещено, и народ у нас очень доброжелательный и открытый, как и все белорусы, думаю, не только в Гродно. Так что вот, мы на балконе. Сказали, конечно, заходите, если надо, если интересно. Сказали, что даже окна не разрешили заменить при реставрации. Двойные стекла от стеклопакетов разрешили вставить в раму, а вот балкон трогать запретили, так что это все оригинал. И уже когда спускалась, не могла не показать вам лестницу. Ну, смотрите, какая красота! Кованые необычные перила. Я еще такого не видела. Молодцы, кто реставрировал. Подошли не банально.
Следующий очень необычный дворик, вроде бы и проходной, но напишите, кто когда-нибудь им пользовался, чтобы сократить путь. Такое ощущение, что попадаешь в какой-то питерский дворик. Все-таки необычная у нас и интересная архитектура в Гродно. Дворик, так же как и дворик на Доминиканской Троицкой, имеет двойной адрес домов. И справа вот этот дом 50-й, в нем есть проход к пожарной каланче. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вид, конечно, великолепный. А вот это уже впереди фасады домов. Это Замковая 15, 13, 11. И у них помимо того, что очень красивый и богато украшенный фасад, есть отдельные истории каждого дома и весьма необычные. Но вот согласитесь, смотрите, прямо какие-то питерские колодцы. Хотя там повыше будут, а у нас 4 этажа, но согласитесь, что смотрится интересно. Мне самой очень нравится, когда можно что-то рассказать, показать о доме. И вот сейчас пройдем через кованые красивые ворота и окажемся на Замковой. Кстати, название Замковая улицы было дано еще в 1775 году. Здесь по линии идут фасады 4 домов, но не смотрите, что крайний из них слева выглядит слишком просто, это 15 номер. Он, конечно, выбивается из общего архитектурного ансамбля, но построен, тем не менее, в 1870 году. И в начале 20 века этим 15-м домом владели Шерешевские, а история превращения его в безликую хрущевку следующая. Первоначально это был двухэтажный дом с мансардой и балконами. Вот так же, как вот этот вот 13-й. Вот тот безликий был с мансардой, балконами, очень красивый. Но в июле 1960-го городом было принято решение с целью получения дополнительной жилплощади, выровнять фасад, понизить высокие потолки с целью получения дополнительного этажа, а также достроить этаж на мансарде. И вот таким образом его реконструировали, убрав весь декор и балконный. И в этом плане 13-му дому повезло больше. Фасад загляденье, потому что рука советского реставратора обошла его стороной. Вот этот 13-й номер дома был построен в 1901 году, но в основании дома лежит каменный дом 17 века. Дом известен тем, что в начале 20 века в нем находилась винная лавка Рахели Рудковской. И это была самая популярная лавка в городе, потому что здесь продавались самое дешевое вино. Городская беднота прозвала магазинчик «Винная лавка Рохли», и, как понимаете, здесь всегда было многолюдно и весело. После Великой Отечественной войны в этом здании начал работу Гродненский механический техникум ЖД-транспорта, а затем здесь разместили общежитие Муспедучилища. Правее идут дома 11 и 9, они возведены в 1911 и 1912 годах, соответственно. 9 возвели на фундаментах дворца Масальских, вот этот вот желтый дом. И первоначально на этом участке был одноэтажный деревянный дом с мезонином, который в 1895 сгорел, и уже в 1912 был построен на его месте каменный. И на первом этаже был продовольственный магазин, а второй и третий были жилыми, и там находились 4- и 5-комнатные квартиры со всеми удобствами, между прочим. А после войны в здании разместили фармацевтическую и фельдшерско-акушерскую школу. А вот если посмотреть на фасад дома номер 11, вот этот розовый, то нетрудно заметить некоторую незавершенность в его декоративном оформлении. Дело в том, что причиной тому были финансовые трудности владельца дома. Он в 1911 году дом построил, а в 1913 году умер, и работы по украшению фасада уже не продолжались.
На улице Замковой напротив стоит 12-й дом, вот этот. Многие обращали на него внимание, очень красиво, правда? Здесь очень красивая старая дверь. Посмотрите, какая. Дом построен в 1880 году, а в 904 был перестроен, и похоже, что дверь оригинальная. В 1910 году в доме находилось страховое агентство, в 20-е годы был магазин, а в 30-е годы был банк. И, наверное, этим фактом можно объяснить эту массивную красивую дверь. Банк Людовый, в переводе с польского «Народный банк». В Гродно до 1939 года входил в состав Польши, поэтому назывался так. В 1945 году в здании, трудно поверить, но факт, начала работу Гродненская обувная фабрика номер 2 и параллельно открылась школа обувщиков номер 33. Сейчас дом жилой. И с обратной стороны есть подъезды, и уже такие, конечно, не парадные, а попроще в духе сегодняшнего времени. Но вот прием вот этот вот, который называется архитектурный зондаж, когда видно материал постройки дома. Сейчас, мне кажется, я где-то читала, что этот прием узаконили, и он должен быть обязательно на домах, на старых домах, и поэтому в центре часто можно идти, вот видеть, как такие где-то красиво сделано, где-то оригинально, но где-то попроще, но видно материал постройки дома. Вот этот прием очень хорошо виден на этом доме, это Замковая 14. Видите, когда при реставрации уже так оригинально обыграли вот этот прием, и видно материал изготовления, из чего был сделан. И так в кое-каких местах так художественно сделали. Мне, например, нравится. А вот это мне подписчики прислали, как из этого дома виден монастырь, какой вид из окна. Видите, шикарно. Ну а сейчас перейдем к дворикам с великолепными видами. Дома, которые находятся здесь, охватывают сразу 3 улицы. Это Социалистическая, Карла Маркса и Городничанская. И только посмотрите, какой здесь открывается вид на Фарный костел. Я бы здесь согласилась жить только ради этого великолепного вида. Один из моих любимых двориков. Камера, к сожалению, не передает, как красиво и величественно смотрится крыша Фарного костела отсюда. Но предлагаю, обязательно придите посмотреть своими глазами. Гарантирую, вас впечатлит. Появление костела святого Франциска Ксаверия в нашем городе связано с деятельностью монахов ордена иезуитов, которых пригласил еще король Стефан Баторий. Иезуиты поселились в Гродно после 1622 года, и вначале был на этом месте деревянный костел святого Петра и Павла. В 1677 году были заложены фундаменты, и к весне 1700 года костел был практически готов и даже начали проводить службы. А в 1705 состоялось торжественное открытие в присутствии 2 монархов, короля Августа II и царя Петра I. Вот такая история. А сейчас перейдем на противоположную сторону, на улице Карла Маркса, и тоже покажу, какие виды открываются там из двориков. Вот, наверное, немногие знают, что вот если гуляешь там, что можно увидеть оттуда. Часто в Инстаграме мелькают фотографии вот именно такого вида и предлагают: угадайте, откуда снято. Вот сейчас и раскрою тайну, откуда получаются самые красивые фото. Зайдя во дворик из шумной улицы, сразу попадаешь в тихое место. И здания здесь построены в конце 19-го, начала 20 века. Конкретно это здание 1904 года постройки. Но сейчас пустует, возможно, будет реставрироваться и будет менять к лучшему вид старых двориков. И тоже могу рассказать немножко про дома. Вот этот впереди стоящий белый дом, двухэтажный дом, построенный в 1870 году. Здесь проживал известный историк, профессор Виленского университета имени Стефана Батория Станислав Костялковский, исследователь жизни и деятельности Антония Тезенгауза в нашем городе. И тоже смотрите, какие великолепные виды. Отсюда, наверное, очень хорошо видны ангелы на башнях Фарного костела. Кто смотрел мои видео предыдущие,
знающие знают, что есть легенда. Существует древняя легенда в городе Гродно, что в день, когда ангелы на башнях Фарного костела повернутся друг к другу, наступит ни много ни мало конец света. Вот так. Ну а самый большой мурал в Беларуси вы, конечно же, уже видели в моих видео, поэтому не буду останавливаться и повторяться. Дальше. Улица Городничанская. Помимо красивых балконов, здесь есть очень красивые двери. Вот здесь в 27-м и в 29-м доме очень красивые старые двери, и 27-й был построен в 1898 году в стиле эклектики, и известно, что при строительстве дома использовался кирпич от разборки построек, пострадавших при пожаре 1885 года. Посмотрите, какая великолепная дверь. Реставрированная, но насколько она красивая, такого шоколадного цвета, прямо как шоколадка. Хочется съесть. А рядом в 29-м доме подъезд был открыт. Ну и, как вы понимаете, я не могла не зайти. Сейчас я вам покажу старую плитку и великолепные балясины на лестнице, на перилах. Ну а внутренний дворик этих домов тоже глухой, непроходной и тоже очень интересный, очень атмосферный. Известно, что в 20-е годы, в начале 20 века зданием владела семья Эпштейн, и здесь работала сапожная мастерская и продуктовый магазин. И вот есть такая чудная пристройка, чудом сохранившаяся, ну тоже подойти, посмотреть. Гродненские дворики уже скоро будут как отдельный вид архитектурного искусства. Походить, посмотреть, кто что гораст, как это все стоит, как держится. Мне, во всяком случае, было интересно посмотреть. Ну, а даже наверху вот стоит, кто видит отсюда, почему-то унитаз. Вот такая у нас бывает гродненская архитектура. Необычная, скажем так. А сейчас хочу показать дом по адресу Кирова, 4. Обращали ли вы когда-нибудь на него внимание? Он вроде бы старый, если идешь с одной стороны. Достроенные этажи очень хорошо видно, красивый тоже декор фасада сделан. И третий этаж достроен, потому что он узенький, маленький. Но фишка не в этом. Посмотрите, какой дом с обратной стороны. То есть абсолютно современный дом. Вот так внедрили старое здание в архитектурную среду нового города. Вот с этой стороны очень хорошо видно, как дом реставрировали, надстроили этаж и великолепно сохранили. Мне, например, нравится, хотя кто-то скажет ужасно, как могли так сделать, а мне нравится современное жилье, но сохранили и старое. Дом был построен в конце XIX века, то есть он очень старый, но тем не менее его смогли сохранить. И в конце 20-х годов здесь работала семиклассная школа евангелийская, типография Моисея Харлапа. В 1940 году в доме размещалась начальная школа номер 8 с белорусским языком обучения. И вот, как я уже рассказывала, первоначально в доме было только 2 этажа, а третий надстроили в 60-е годы. Напротив находится тоже интересный дворик Наурицкого. Наконец-то они его уже облагородили, повесили ковер, положили наконец-то плитку.
Но меня заинтересовали вот эти ставни. Слушайте, никогда не могла понять вот эти вот петли, для чего они около окон. Оказывается, чтобы вешать вот такие деревянные ставни, которые закрываются, то есть их можно легко снять, а можно повесить. Никогда не обращала внимания. Красиво, тоже интересно. Старое, видно, что старое дерево, старые ставни. И вот так вот повесили на вот эти крючки, которые здесь должны были быть. Часто и на дверях, около дверей тоже такое есть. Но вот никогда не обращала внимания, не знала для чего. А сейчас отправимся на Телеграфную. Тут тоже есть в доме очень красивая дверь с великолепной ручкой. Я тоже уже как-то снимала, когда улица Телеграфная. Но вот уже в видео, где вот красивые двери, вот если хотите локации походить по дверям, то вот одна из них находится именно здесь. Посмотрите поближе, как она выглядит. У меня есть телеграм-канал, где я публикую фотографии, иногда видео и рассказываю о том, что бывает не вошло, не вместилось просто в видео. И тоже интересная история о городе Гродно. Так что, если интересует, подписывайтесь. Ссылка будет под этим видео, а также есть в описании на канале. Тоже называется телеграм-канал Ольга Travel. А вот и ручка. И когда я сняла видео об этом доме, тоже показала эту дверную ручку, мне написали в комментарии о том, что после капитального ремонта 1990 года здесь висела ужасная ручка, просто какая-то лямка. И вот эту красивую дверную ручку сохранил житель города Олег Йорш и подарил жильцам дома. И договорился с мастером об установке ручки. Во всяком случае, такой комментарий мне написали под видео про улицу Телеграфную, именно про эту ручку. И в продолжение темы красивых дверей мне хочется показать вам еще одну очень интересную дверь в микрорайоне Новый Свет. Она находится по адресу Реймонта 4 и по версии Виктора Саяпина, как он писал в своей книге «50 гродненских улиц», одна из самых красивых дверей в нашем городе. Дом построен в стиле эклектики в начале 20 века и великолепно сохранился. Дом был построен татарином по фамилии Шумский. Отсюда и такая вот красивая резная дверь, такой орнамент необычный полумесяц. Это отсылка к мусульманству. И есть звезда Давида, отсылка к иудаизму. Очень интересный такой орнамент резной. Старая, сохранившаяся, очень хорошо реставрированная. Поэтому, несмотря на то, что дом многоквартирный, то есть, казалось бы, если дом не принадлежит одному человеку, то дверь, конечно, могут обыгрывать уже как угодно, если это подъездная входная дверь. Но, тем не менее, очень хорошо реставрированная дверь. И вот это микрорайон Новый Свет, на котором тоже осталось очень много красивых старых дверей. Но вот это, конечно, самое интересное, самое красивое. Вот такие интересные места вам наснимала сегодня. Был замечательный, великолепный солнечный день. Я проехала на велосипеде и сняла то, что мне больше всего в городе понравилось. Надеюсь, вам было со мной интересно. Ставьте лайк, если так. Пишите свои комментарии, что нравится в городе вам. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.